А вот теперь, дорогие мои, шутки кончились. Сейчас мы просто посмотрим видео первого съезда новой российской партии «За правду», которую основали звезды великоросской мысли. Монах-интерн Охлобыстин, монах джиу-джитсу Стивен Сигал и писатель-пулеметчик Прилепин. Посмотрим и охуеем, как в России поднял голову настоящий фашизм. Ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать. Чем занять ополчение в мирное время, мы тоже знаем. К немирному времени мы тем более должны быть готовы. Ближайший пример. Если бы подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И как минимум мы бы имели Херсонскую, Харьковскую, Одесскую народные республики. Прикол, да? То есть нужно создать постоянно действующее ополчение, которое будет завоевывать территории соседних государств. А внутри России ополчение тоже знает, чем себя занять. Интересно. Ополчение будет делать экибаны или мочить инакомыслящих? Пусть это останется интригой. Потому что Бог есть, Родина одна, семья, союз мужчины и женщины. У мужчины и женщины рождаются дети. Дети – это норма. России нужны дети русских людей. Класс! России нужны дети русских людей. А дети башкирских, татарских, чеченских людей не нужны? Ну нахер. Отец. Отличный лозунг для антифашистского мультинационального государства. Нихуя не расистский. Защищать Родину с оружием в руках – норма. Экспансия дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная – тоже норма. Военная экспансия – норма. Мне тут нужно что-то комментировать или отшучивать, параллели какие-то проводить. Или вы уже наконец, блядь, поймете, что не в Украине фашисты. Фашисты 6 лет ведут экспансию в нашей стране. А по своему периметру всегда. Христос воскресе! Я хочу жить при русской диктатуре, когда есть сильный, мощный вождь. Быть русским – это значит быть святым, расистом, экстремистом, жидобоем. Единственное, что их остановило – нехватка ополченского мяса. Но мы будем атаковать и слева, и справа. Это тоже нормально, спросите у Стивена Сигала. А вообще у Стивена можно много чего спросить. До свидания. Например, Стивен, я ваш фанат и тоже начал регулярно избивать жену, но ощущаю чувство легкого стыда. Как это побороть, Стивен? Сука, блядь. Стивен, а вы не опасаетесь, что в вашей партии вас из-за косички будут считать петухом? Сука, блядь. Стивен, я тоже хочу продать свою родину ради какой-то страны попроще. Сука, блядь. А ради чего можно продать Россию? Нам нужен контроль за элитой. Элита должна сближаться с Западом только с одной целью – взять у Запада все, что можно взять, а заплатить втрое меньше. Вот это подход рыночно-православно-партнерский. В таком случае Западу выгоднее всего дать вам только пизды. И можете даже за это не платить. Мы с печалью констатируем, Россия живет в атмосфере культурного террора. Террор антикультуры на дворе. С одной стороны, Россию терроризируют профессиональные русофобы и откровенные выродки. С другой стороны, террору способствует вся государственная медийная машина, обращающая в скот великие народы России посредством дегенеративных программ. Вот культурный террор – это действительно опасно. А кто написал «Войну и мир»? Пушкин? Чехов? Я не знаю больше. Толстой, точно. Я тут прочитала книги Прилепина. Там люди стреляют друг друга, а потом водку пьют и тушенку едят. Это относится к дегенеративному искусству. А вот то, что Прилепин убивал чеченцев, дагестанцев и украинцев, это какой вид искусства? Осторожно, модерн? Блядь. Ко мне приедут гости. А к нам, между прочим, тоже. Ко мне из Америки. А к нам, между прочим,
из Люберец, а оттуда добираться сложнее. И с какой точки зрения это хорошо? Ну вот к Охлобыстину вопросов нет. Он хоть сценарий к нормальному фильму написал. Хотя там тоже про тушенку, армию и водку. Trois bouteilles de vodka avec plaisir. О чем фильмы Стивена Сигала вам напоминать? Вот и сошлись мытьи на почве недегенеративного искусства. Сплелись залупами, так сказать. И теперь этой косичкой не могут выйти из парилки и все больше прогреваются. Джанго, освобожденный от родины, иди сыграй им на дудочке. Выведи крыс из бани, а то головы полопаются. И российское ополчение подумает, что это как выстрел Авроры, и побежит, нарушая устав партии, ласкать друг другу колечки Краковской. За дедов! Победа! Ой, что это, если не поэзия, друзья?